Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, по правде говоря, сегодня должно было выйти другое видео, которое мы записали и отмонтировали вчера. В нем бы я подробно вам рассказала про судебный иск Гомес, поданный истцами DV 2020. О том, что судья Мехта зарезервировал почти 10 тысяч виз и в августе приказал нашим адвокатам и ответчикам подать совместный отчет, в котором стороны должны были договориться о датах выдачи этого резерва, и о том, что, конечно же, стороны ни о чем не договорились, и дальше дело, собственно, за судьей. Рассказала бы о предложениях ответчикам начинать выдачу резерва не ранее начала 2023 фискального года и о том, насколько они лживы во многих своих высказываниях. Да и много чего еще бы рассказала. Правда, видео получилось очень длинным, но в нем бы вы так и не узнали, когда начнут выдавать зарезервированные визы победителям DV 2020, ведь по состоянию на вчера судья Мехта все еще не вынес решение. Но, как вы уже знаете, судья Мехта вечно тянет до последнего, а потом в самый непонятный момент выпускает судебный приказ. Именно поэтому мы стоим сейчас здесь с самого утра и записываем новое видео. Так что с вас лайки и вдвое больше комментариев, потому что предыдущее видео теперь утратило свою актуальность и целый день мы занимались ним впустую. Но сейчас, как вы уже поняли из текста на обложке видео, мы наконец-то поговорим про сроки выдачи зарезервированных виз для победителей DV 2020, ведь вчера вечером судья наконец-то издал судебный ордер. Скажу сразу, ссылки на сам судебный ордер, на совместные отчеты сторон и, конечно же, на последнее обновление судьи с датами выдачи резерва вы найдете в нашем телеграм-канале. Заходите, качайте и ознакомливайтесь подробнее, а сейчас мы вкратце пройдемся по решению судьи и выделим самые важные моменты. Итак, на первых страницах судья напоминает, что 17 августа 2021 года суд издал постановление, в котором потребовал от ответчиков обрабатывать ранее зарезервированные визы и предоставить совместный отчет, в котором стороны должны были договориться о сроках выдачи этого самого резерва. Но так как стороны не смогли прийти к общему знаменателю, суд, рассмотрев все аргументы, взвесив все за и против, вынужден определить сроки выдачи резерва самостоятельно. Судья предписывает ответчикам начать обработку почти 10 тысяч виз, как только это станет возможным, однако завершить обработку не позднее 30 сентября 2022 года. Далее судья объясняет, почему именно он выбрал, можно сказать, золотую середину между требованиями истцов и ответчиков, и в принципе его рассуждения звучат довольно убедительно. И вот, найдя справедливый баланс, судья снова напоминает, что зарезервированные визы должны выдаваться строго в случайном порядке. А для того, чтобы Госдеп выполнял свои обязательства и не затягивал до последнего начала обработки, требует подавать отчеты о проделанной работе. Первый отчет Госдеп должен предоставить 11 января 2022 года и далее подавать такие отчеты каждые 60 дней, пока не завершится выдача всего резерва. От себя хочу добавить, что это просто отличная новость. Для победителей DV 2020, которые ждали так долго, наконец-то появились временные рамки. К тому же суд будет контролировать работу Госдепа, а значит выполнять они ее точно будут. И раз первый отчет необходимо предоставить 11 января, то мне кажется, первое назначение для DV 2020 уже начнутся где-то в середине декабря. Напоминаю, данный резерв не именной и в отличие от DV 2021 не только для истцов, а значит шанс получить приглашение на интервью есть у всех победителей DV 2020, которые так долго этого ждали. К сожалению, на всех виз не хватит, но я думаю, что большинство из тех, кто так долго ждали, все-таки получат желаемое. Мы и дальше будем следить за всеми новостями для победителей всех годов и, конечно же, будем делиться самыми важными максимально оперативно. Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.